Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это ролик номер 0 канала «Золото, валюта, богатство». Этот ролик о структуре разделов и плейлистов канала, их содержании и кодировке роликов. Он поможет разобраться в структуре разделов и плейлистов. Наш канал, как вы могли видеть в трейлере, о реальном состоянии финансовых, фондовых, сырьевых и многих других рынков, об их связи и взаимовлиянии с политикой и геополитикой. Все рынки представлены в золотах, долларах США и иногда в национальных валютах, как, например, фондовые индексы. Не все темы и тематики канала могут быть необходимы вам прямо сейчас, но рассматриваемые темы и рынки могут представлять для вас интерес в будущем. Поэтому к материалам нашего канала можно обращаться как к быстрым и наглядным справочникам, чтобы быстро получить базовое представление об очень многих рынках и глобальных тенденциях на них. Для того, чтобы быстро и просто находить нужный материал, рынки и конкретные тематики разбиты по разделам и плейлистам. Структура размещения роликов в них подобна главам и параграфам книги. Разделы, плейлисты и названия роликов играют роль оглавления. Цифры и короткое название в плейлисте означают раздел канала. Все плейлисты, название которых начинается с цифры 1 и заголовка «Глобальные тенденции рынков», составляет первый раздел. В плейлистах первого раздела находятся ролики, в которых рассматривается глобальная картина рынков с тенденциями от 3-10 лет. В этом разделе описываются глобальные направления движения рынков и их связь с политикой и геополитикой. Горизонт прогноза 3-10 лет. Частота обновления прогнозов от полугода. Но возможны экстренные выпуски в случае, если на рынках происходят существенные события, сильно влияющие на глобальную картину. Все плейлисты, начинающиеся с цифры 2 и заголовка «Сценарии глобальных тенденций», составляют второй раздел канала. В плейлистах второго раздела рассматриваются сценарии, которые детализируют глобальные тенденции в меньшем масштабе. Это тенденция длиной 6-15 месяцев. Горизонт прогноза 3-9 месяцев. Частота обновления 1-3 месяца. Но, как и в первом разделе, возможны экстренные выпуски. Вторая часть заголовка в плейлисте означает конкретный рынок или тему, которой посвящены ролики, объединенные в данном плейлисте. Например, плейлист с названием 1-глобальные тенденции рынков. Золото. История с 1830 года. Горизонт прогноза 5-15 лет. Это название означает, что этот плейлист из первого раздела канала, в котором рассматривается история и глобальные тенденции. Следующая часть заголовка в плейлисте «Здесь это золото» говорит, что этот плейлист посвящен истории и рассмотрению золота в глобальном масштабе. Два следующих заголовка «История с 1830 года» и «Горизонт прогноза 5-15 лет» дополнительно подсказывают это. У каждого плейлиста есть подробное описание. В нем состав конкретных тематик в рамках общей темы, примерные графики выхода роликов по конкретным тематикам и другая информация. По логике и смыслу, первый раздел, поскольку в нем дается более масштабная и более общая картина, является ведущим. А второй раздел, как конкретизирующий конкретный сценарий реализации глобальных тенденций, является ведомым. Второй раздел по своему смыслу является детализацией материала первого раздела в меньших масштабах. Во всех роликах второго канала, где мы будем апеллировать к материалу первого раздела, мы будем давать ссылки на соответствующие ролики первого раздела. Название каждого ролика объединяет в себе название раздела, название плейлиста, то есть основную тему, и конкретное название ролика, отражающее его содержание. После конкретной тематики ролика идет порядковый номер ролика в теме и дата его публикации. Но в названии ролика для удобства эти атрибуты идут в обратном порядке. Например, ролик с названием «Золото рубль 1, часть 1, 15 октября 2021 года. Золото 1. Глобальные тенденции рынков» означает, что в нем рассматривается тематика золото-рубль. То есть анализ и прогноз золота в рублях
Цифра 1 после конкретного названия содержания ролика означает, что это первый ролик в тематике «Золото-рубль». Ролики в рамках своей тематики имеют сквозную нумерацию от самого первого до самого последнего в порядке возрастания. Например, у роликов каждый из тематик «Золото-доллар», «Золото-рубль», «Золото-евро» и так далее будет своя сквозная возрастающая нумерация и датировка. Но все они будут находиться в одном плейлисте с темой «Золото». Иногда, чтобы ролик не был слишком длинным, он может быть разбит на несколько частей. Тогда после номера ролика будет пометка с номером части ролика. Как вот здесь вот, часть первая. Вторая часть кодировки ролика – дата его выхода. В данном случае 15 октября 2021 года. Она идет после конкретной тематики ролика и его порядкового номера в этой тематике. И означает дату выхода. В одном плейлисте может содержаться несколько тематик. Например, в плейлисте «Золото» будет несколько тематик. Золото в долларах, в рублях, в евро, в иенах, в юанях, в рупиях и так далее. Последняя часть оголовка 1 ГТР означает, что ролик относится к первому разделу и в нем рассматриваются глобальные тенденции золота к рублю, глобальные тенденции рынка. С масштабом тенденций 5-15 лет. То есть все ролики, названия которых оканчивается на 1 ГТР, относятся к первому разделу. В них рассматриваются масштабные тенденции 5-15 лет. Ролики, в которых рассматриваются менее масштабные тенденции, развивающиеся в рамках глобальных тенденций, находятся во втором разделе. И у них в конце названия стоит атрибут 2 с C, как показано на следующем рисунке. Золото-рубль. Первый ролик. Цифра 1. Часть 1. 15 октября 2021 года. Плейлист «Золото». Второй раздел «Сценарий глобальных тенденций». Внизу под названием, то есть написаны расшифровки атрибутов, что они означают. Атрибут, который означает принадлежность к второму разделу, находится в самом конце. Вот он, 2C. Все название означает, что в этом ролике рассматриваются сценарии глобальных тенденций золота к рублю в более меньшем масштабе 5-15 месяцев. На практике это очень просто. Если, например, вам необходимо посмотреть глобальную картину и прогноз золота в евро на горизонте 5-15 лет, то вам необходим плейлист из первого раздела, начинающийся с единички и имеющий в своем названии слово «золото». Далее вы находите в этом плейлисте последний по дате ролик, начинающий со словами «золото-евро», и смотрите его. Если же вам нужен анализ и прогноз золота в евро на горизонте 6-15 месяцев, то вам нужен второй раздел. Дальше поиск по такой же схеме, как и в первом случае. Еще раз. В первом разделе длинные сценарии и прогнозы 5-15 лет, во втором разделе более короткие 6-15 месяцев. Сначала начнут появляться ролики в первом разделе «Глобальные тенденции», потом начнут появляться их детализации во втором разделе «Сценарий глобальных тенденций». Первый ролик канала – это как бы предисловие или затравка. Он продолжает и немного расширяет трейлер канала. И на примере американской недвижимости показывает, как золото может в разы увеличить доходность инвестиций в недвижимость. Позже мы рассмотрим американский и российский рынок недвижимости более подробно и покажем прогнозы. Ролик предисловия находится в плейлисте «Недвижимость» раздела «Глобальные тенденции рынков». Этот ролик показывает важную роль золота в правильной трактовке рынков и наглядно доказывает, что мир, представленный в обесценивающихся валютах и в золоте, выглядит совершенно по-разному, и эта разница выражается в конкретных деньгах. По мере развития инфляции в долларе эта ситуация будет усугубляться. Это относится абсолютно ко всем сегментам рынков. К акциям, облигациям, сырью, ВВП стран и многим другим показателям. Именно выяснению настоящей картины мира
и тому, как это можно использовать для собственных целей, посвящен наш канал. После первого ролика предисловия мы покажем историю и анализ золота с начала XIX века. Именно такие временные диапазоны нужно сейчас рассматривать, чтобы адекватно понимать, что происходит в мире и как правильно выстраивать свои действия. Мы посмотрим золото в нескольких валютах: в долларе, рубле, евро, в швейцарце, юане, рупии, иене. Дадим глобальные и более короткие сценарные прогнозы. Попутно мы будем давать пояснение того, как этими прогнозами пользоваться для планирования своей деятельности. После золота мы начнем смотреть в золоте на все значимые рынки. Попутно мы свяжем значимые движения рынков в золоте с основными политическими и геополитическими событиями и процессами. Везде мы будем давать анализ и прогноз в валютах и золоте. Будем давать трактовки этих различий. И на основе этого будем давать свои рекомендации по построению стратегии поведения и принципов разработки планов, чтобы использовать эти аномалии и не страдать от инфляции. И вы увидите, что в золоте мир выглядит гораздо проще, понятнее и более предсказуемо. Если вы еще не подписались на наш канал, то подписывайтесь. Желаю всем пользы от нашего канала и продуктивных инвестиций.